такие интересные встречи. Ну вот, например, этот парень, который сам остановился. А мы ж до этого пропустили 2 машины, которые ехали на небольшое расстояние. И поехали только с 3-м водителем. И он нас высадил, ля-ля-ля, пока мы с ним прощались. Мы уже думали в том месте ночевать, но хотели дойти до кафе, которого в результате не было там. И, короче, нам встретился этот парень. Столько совпадений привело к тому, что мы встретились с этим парнем. И так чуть ли не каждый день. Пошли бы мы куда-то не туда, сели бы не в ту машину, мы бы не встретились с такими классными людьми. Ну, мы бы, наверное, встретились с какими-то другими классными людьми и в другие интересные ситуации попали бы. Да, вероятнее всего. Но все равно иногда производит впечатление череда событий, которые приводят к какой-то интересной встрече. Со вчерашнего дня вспомнил еще один момент. Тот предпоследний водитель, который по-английски тараторил всю поездку и замучил меня, в самом начале говорит: а я был однажды во Львове, и я даже знаю, как по-украински будет спасибо, дякую. А потом буквально через 2 минуты: а я сейчас читаю книжку украинского автора. Я спрашиваю: Жадан? Нет, говорит, тот, который раньше считался российским, а теперь украинский, достает книжку Микола Гоголь. Ну, естественно, на португальском. Продолжаем избавляться от ненужной одежды. На этот раз я выкидываю свои кроссовки. Покупал их в Барселоне и зря. Они не по сезону, они не промокаемые реально, но и не дышащие. Но куда в такую жару? Перехожу на босоножки. Новый день, новый перекресток. Антон вон работает. Нас паренек подвез до ближайшего городка. А тут такие горы уже намечаются. Неплохие. Вот что бы я назвал особенностью водителей в Португалии, за вот эти 6 дней, что мы в Португалии, или 7, несколько человек, человека 2, Антон, иди, я тебя догоню. Человека 2 сказали мне о том, что водители в Португалии переживают, им страшно подбирать людей на дороге. В Испании, например, мне об этом никто не говорил. Вот. И отсюда вывод, что на более-менее скоростных дорогах, я не имею в виду автомагистрали, прям какие-то хайвы, более-менее скоростная дорога. Если, допустим, мы стоим на перекрестке, не в городе, на перекрестке, то фиг кто остановится. Мы уже так попадали несколько раз. И вот сейчас, мы в принципе стояли в городе на развязке, но машины ехали довольно быстро, и я смотрю на лица людей, вот они смотрят перед собой. На нас кое-кто обращал, конечно, внимание, но мало. И парень местный нас подвез, а вот те, кто далеко едут, они разгоняются и проезжают мимо. А вот в Испании, я считаю, люди бы больше обращали внимание. В Португалии, конечно, есть разные дома. И вот такие вот заброшенные. Хотя, наверное, тут люди еще живут. И такие. Это посимпатичнее будет. Как сказал мне вчерашний последний водитель, парень, он португалец, но долгое время жил в Германии. И говорит, вот что мне нравится в Португалии, это разнообразие. Разнообразие домов, хорошие, плохие. Я не знаю, дороги, хорошие, плохие, люди разные, бедные, богатые. Потому что в Германии все так слишком вылизано. В Лидле еду купили, воду в кафе попросили. Теперь нужно найти скамеечку, где с удовольствием скушать наш йогурт. На этот раз, чтобы покушать, мы зашли во внутренний дворик. Травка.
they're too expensive. Also, a lot of foreign people not doing tourism but living there. You know, so it's very cosmopolitan. You go there and you listen to a lot of different. В этот раз не ждали долго. Ну, не знаю, 5 минут. А в прошлый раз где-то, наверное, полчаса. Приятная пара, нас подвезла. Люди, которые уехали из большого города Лиссабона, в маленький городок ради тишины. Ну, как обычно, застряли. Сейчас будем идти дальше, километрик до следующего перекрестка. Потому что, наверное, здесь много слишком локальных машин. Но эта машина не подходила, там только одно место рядом с водителем. Вот так вот идем с Антоном по жаре. Вдруг обнаружился красивый домик в красивом цветущем саду. Значит, еще немножко силы есть. Что интересно, сетчатые заборы вдоль дорог пропали. И это очень приятно. Можно зайти в лесочек. Очень классно, очень классно. Можно зайти в лесочки, расположиться без проблем. Во, мы с километрик прошли на выход из города. И по ощущениям машин стало меньше. Заметно. Значит, мы все правильно сделали. Лишних отсеяли. На ютубчике столько накопилось видео, которые я хочу посмотреть. Когда я уже буду их смотреть, лежа на диване, ноги кверху, а? Скажите мне. Лауза, город, рядом с которым мы были. Ага. Ну, короче, час езды назад через город. Там маленькая такая деревушка. Не холодно, не жарко, нормально? Да? Там ветряки, я не знаю, их видно отсюда или нет, но прям на самом верху перевала. Катаемся, почти сразу купили машину, чтобы можно было ездить. И не надоедает, да? Да, и каждый раз что-то. Класс. У нас вышла незапланированная перезагрузка маршрута. Выходило так, что сегодняшний день супер неудачный. У нас было 2 машины. Это мы в 3:30 где-то стопили. У нас было только 2 машины за сегодня. В сумме километров на 20, не больше. И жарища. Я уже устал. И тут машина. И говорят, мы там едем. Какой-то город называют, непонятный. Но вроде немножко по нашему маршруту, дальше какую-то в другую сторону. А потом выясняется, что это девушка из России, Настя, и парень из Армении. Вот. Настя в первый день войны уехала из России. И они сейчас здесь, в Португалии, живут. И, в общем, мы с ними доехали в какой-то другой городок. Не по нашему маршруту, но немножко ближе к нашей цели. К нашему городу Визеу. У нас промежуточный пункт город Визеу. Вот мы были от него, допустим, за 80 километров, а сейчас стали за 55. Но с другого направления. И это прям облегчение. Есть надежда, что отсюда будет проще. Ну или просто смена какая-то обстановки. Ну вообще мы сейчас найдем магазин. Еще раз, второй раз пообедаем. И будем выходить из города, чтобы отдыхать. Такой план. Фух. Опять в лесочке. Может даже костерчик сделаем здесь. Хороший лес. Хочу сказать, что в Португалии это наша 7-я ночь, считая первые 2, которые мы провели на стоянке для кемперов. И все, кроме одной, были спокойные. В том плане, что мы ночевали в каком-то укромном месте, откуда не нужно было спешить уходить утром. И вот так вот можно путешествовать. Независимо от того, сколько проехал днем, вечером приходишь в хорошее место, расслабляешься, отдыхаешь. И сегодня я первый раз в Португалии сделал костер. Точнее, на этой стоянке. Вечером и утром.
Но очень быстро и аккуратно, чтобы нас никто не засек. Я пока что спокойно себя не чувствую. Место вполне живописное. Мы так устали вчера ждать подолгу эти машины, что я прям очень удивился, когда остановилась машина. Ну, там их не так уж много было, ну, я не знаю, пятая, может быть, по счету. Ну, мы где-то минут 10 постояли. Парень из Израиля остановился и немножко нас подвез. Мы опять, кстати, в красивом месте. Вот плюс Португалии, отличные места, очень красивые. Очень красивые. Если вот в каждом стоять не больше получаса и ехать дальше опять в красивое место, так это прекрасная экскурсия. Но когда мы застаем по 2 часа, ну тут вообще на самом деле вообще со всех сторон красота. Ну красота же, ну смотрите, какой маленький перекресточек. И деревья, и зелень. Если посчитать в процентном соотношении, наверное, вот в каждой стране, сколько коренных жителей нас подвозит и сколько приезжих, ну, которые раньше из каких-то других стран эмигрировали в данную страну, получится удивительно большой процент приезжих. Так, машинка едет не к нам. А что ж такое, мы неудачное направление выбрали. И все почему? Потому что, наверное, останавливаются те водители, которые чувствуют некоторое сходство с нами. То есть те, которые когда-то снялись со своего места и уехали в другую страну, они тоже в каком-то роде путешественники. Эх, мы могли ехать с этим мужчиной еще 5 километров туда. Но я решил остановиться на этом перекрестке. У нас Google нарисовал в другую сторону. По расстоянию выходило, что отсюда до нашего города 39, что от того места, куда ехал этот мужчина, 39. Но я решил, ладно, поеду по Гуглу. И смотрим, на этом перекрестке все машины едут туда, куда тут мужчина поехал. И вот мы сейчас перешли, поедем по тому направлению, куда могли поехать с этим мужчиной уже. Ну, вот что я и говорил про иностранцев. После израильтянина нас подвез поляк. Все-таки люди чувствуют себя немножко другими в этой стране, мне кажется. Но они чувствуют себя не так, как коренные жители. Они чувствуют какую-то связь вот с путешественниками. Что-то в этом роде. У Антона был новый опыт. Мы ехали в старенькой машине, фургон. Я сел вместе с водителем, а он там в багажном отделении, такой, среди вещей. Понравилось тебе так ехать? Ну да. Нормально. А еще у меня горло лучше. Я замечаю конкретно, что лучше. Такое бывает, когда одного и того же водителя встречаешь несколько раз. На том месте мы стояли, мужчина седой, такой уже проехал, и видно, что у него первая реакция была остановиться. Но потом он начал махать, типа, нет, я тут недалеко совсем еду. И нас подбросил поляк, ну совсем немножко, километра 4-5. И опять этот же мужик, мы его обогнали. Этот же мужик тоже улыбается, говорит, да нет, я тут поворачиваю. Красота. Поля. Антон. Какая-то богом забытая деревня. Заправка фирмы Ахулио. Нет, ну вот о чем я и говорю. Опять израильтянка нас подвезла. Сегодня нас везут только иностранцы. Получается, из Израиля мужчина, поляк и женщина из Израиля. Но которые раньше жили в этих странах, сейчас приехали жить в Португалию. И мы наконец-то в городе Визеу. Какое счастье. Вот эта израильтянка Ади, она спросил у нее, как португальцы относятся к кострам во время туристических прогулок. Ну, она говорит, что нет. Даже чтобы сжечь траву на своем участке, нужно разрешение взять. Может быть, зимой где-то на оборудованных местах, типа для барбекю. А так типа нет. Ну, вообще, другая культура получается у людей. Когда мы сидели в Бургер Кинге, заряжались, зашел парень с большим рюкзаком, с карематиком. На рюкзаке привешены еще резиновые тапочки.
очень похож на автостопщика. И видно, что он розетки искал, а мы возле единственной сидели. Мы так махнули друг другу рукой, он развернулся и пошел на выход. А жалко, я бы с ним пообщался, хоть узнал, с какой он страны. Мы за все время ни одного автостопщика тут не встречали. Ну, в смысле, нигде не встречали. Ни в Португалии, ни в Испании, ни по дороге с Украины в Испанию. Когда нас Ади завозила в этот город Визеу, уже в центре, она говорит: не, вот на горку я не поеду. Раз она на машине не поедет, так мы пешком тем более не пойдем. Потому что там все доисторические, в смысле исторические ценности вот на холме расположены. Ой, блин, а нам в другую сторону идти и идти. Как красиво. Это, наверное, какая-то уже профдеформация. Вот мы из города идем на выход. По улицам. Зашли в супермаркет, купили еды, сейчас кушаем. В еще один Бургер Кинг зайдем, чтобы зарядиться. И вот на всем этом пути, что больше всего мне понравилось. А вот этот пустырь, перед которым мы кушаем. Везде жарище, а здесь прохлада, потому что деревья, их оплетают какие-то вьющиеся растения, птички поют. Вот это то, что мне надо. Такой кадр уже когда-то был. Эти часы в Макдональдсе или в Бургер Кинг очень скучные. Все розетки заняты нашими пауэрбанками, которые заряжаются. И чтобы не тратить заряд, не получается повисеть в смартфончике, в ютубчике, например. Поэтому просто сидим, ждем, когда зажгутся 4 фонарика на пауэрбанке, потухнет желтый огонек на видеокамере. Пойдем на выход из города. Но так как мы кучу времени потратим на зарядку девайсов, то я даже не знаю, будем мы сегодня стопить или придется уже пройти прям совсем-совсем там, где заканчиваются дома, и там уже ночевать. Но это плюс дополнительные 2,5 километра. Хотелось бы 3 километра до ближайшей развилки дойти, и может удастся там поймать еще одну машину, которая нас куда-то вывезет на север. Выход из пригорода в города, выглядит как-то так. Иногда вон прикольное дерево появится на пути. А так в основном обычная жизнь людей. Не та, которая в центрах исторических. Прошли вот школу. Рядом со школой свалка. Пока все правильно. Вроде бы план минимум на сегодня же выполнили. В город Визеу таки доехали, позаряжались. Вот. Но какое-то раздражение чувствуется. То ли усталость накапливается, то ли вот это вот идем по задворкам каким-то. Оно всегда не особо впечатляет. Вот почему-то понравился этот домик и садик. Тут на задворках города уже нету кафе. Сперва попробовал в супермаркете воду попросить. И мне дали в строительном магазине. Мы с водой готовы к любым непредвиденным ситуациям. Стоим на перекрестке. Но слишком большой поток машин, как для Португалии. Это значит много местных. Но, хотелось бы, чтобы это уже была наша последняя машина на сегодня. Начинается цирк. Нет, спасибо, бабушка, что ты остановилась и сказала, что я еду вот сюда, прямо сейчас, прямо здесь. Почти 5:30 нас поджимает время. Мы не можем тут долго стоять, махать локальным водителям, машинам. Мы сейчас через 10 минут пойдем пешком. 2,5 километра, и мы в лесу. Ой, боже мой, капец. Да, в прошлом видео я сказал 3 минуты, или я не говорил, или Антону сказал 3 минуты, и все, уходим отсюда. Я
И такой, не глядя на часы, говорю, все, собираемся, одеваем рюкзаки. Смотрю на часы, 29 минут 6, а в 30 я загадывал. Вот, только к Антону отворачиваюсь, говорю, давай. И останавливается машина рядом с нами сама. И женщина говорит, типа, поехали. Куда вам? Спокойно выслушивает, куда нам надо. Говорит, не, ну я тут рядом живу. Но я показал, давайте до следующего перекрестка, там, где у нас лес будет. Это 2,5 километра. Все, мы едем. Ну, что-то разговариваем. Вот, на испанском. Да, приехали на этот перекресток. Я говорю, мы тут спать будем, в палатке. Она говорит, нет. Я говорю, да. Типа, тебе нужна комната? Я говорю, ну, в смысле, нет, мы в палатке будем. Не, у меня есть комната, говорит. Я говорю, да? Спасибо. Все, и она нас привезла в ее большой дом. Не знаю, тут видно или нет, но я потом еще покажу. У нас большая комната. Вот, давайте я сперва вам покажу вид из окна, с балкона. Балкон, такой красивый вид. А остальное чуть попозже. Так, я уже помылся в душе. Показываю теперь нашу комнату. Ну, душ не показываю, там сейчас Антон. Большая просторная комната. А я только вчера, по-моему, ныл, что я давно уже не лежал ногами кверху на диванчике и не смотрел видео на ютубчике. Во, сейчас будем. Первым делом, когда мы сели в машину к женщине этой, ее зовут Мерлин, да. Я спросил, почему ты остановилась? В общем, у нее была какая-то история, что ей нужно было застопить машину, то ли она телефон забыла, то ли ключи забыла, что-то такое. И она потратила очень много времени на это дело. Вот. И теперь, когда она нас увидела, все, она сразу остановилась, чтобы предложить свою помощь. И когда она нас к себе пригласила, она говорит, у меня 2 детей и муж. С одним маленьким мальчиком мы уже познакомились.